Здравствуйте, меня зовут Диана Анкудинова, и мне 20 лет. Я творческий человек, который всю жизнь занимается музыкой. С детства я пою. Сначала пела в ансамбле, потом в трио, потом в дуэте. И в итоге пришла к сольному пению. И родилась я на Дальнем Востоке, в городе Арсеньев, это рядом с Владивостоком. Вот. Потом мы переехали в город Тольятти в Самарскую область, а потом уже переехали в Москву. Если бы не певица, то кто? Да хоть кто, связанный с творчеством. Танцор, рукоделие, дизайнер, все что угодно. Вы помните свое первое выступление на большой сцене? Помню. Это было... Сколько мне было тогда лет, я точно не помню. Ну, пусть будет 5. Вот, примерно так. Это было выступление на каком-то фестивале на Дальнем Востоке. Я тогда пела песню «Топни, ножка моя», в костюме, который мне шила тогда мама, и на поле стояло очень много тысяч человек, и это было первое мое самое большое выступление. Страшно было выступать? Тогда было не страшно, потому что я была ребенком и как-то не сильно осознавала, что происходит, и из-за того, что в моей жизни очень много сцены, я вообще перестала быстро ее бояться. Чем еще занимаешься, кроме музыки? Кроме музыки я занимаюсь написанием стихов, пишу сама песни с недавнего времени. При этом я играю на разных музыкальных инструментах, таких как укулеле, фортепиано. Хочу научиться играть на барабанах. И все, что связано с рукоделием, это тоже про меня. Любые вышивки, любые какие-то вязания, невязания, разукрашивания, я не знаю, все что угодно. Расскажи, как ты приняла участие в проекте «Ты супер» и было ли тебе страшно? Как я приняла участие в проекте «Это супер»? От опеки подали заявку, и в итоге меня приняли в этот проект. Но сначала приняли в первый сезон, но тогда меня как раз-таки параллельно с этим проектом приняли в «Голос дети», и для меня тогда это было важнее, скажем так. Я выбрала «Голос дети», и в итоге меня пригласили на «Это супер» второй сезон, куда я согласилась, пошла, вот, приняла там хорошо участие. И насчет волнения, конечно же, волнение было, потому что это второй мой выход на телепроектную сцену, когда на тебя смотрит очень много людей, и сидят там мэтры в креслах, и все такое. Естественно, страшно, но, естественно, хочется быть лучшей. Какую роль играет музыка в твоей жизни? Музыка играет в моей жизни первостепенную роль, потому что где бы я ни находилась, я всегда в наушниках, всегда при вокале, всегда пою, и без музыки, наверное, я бы не смогла дышать. Из чего состоит твоя концертная программа? Моя концертная программа состоит в первую очередь из того, что просят зрители. Чаще всего это проектные песни. Также у меня уже практически половина программы — это авторские песни, которые я выпускаю, которые тоже очень нравятся зрителям. Ну и, естественно, какие-то просто каверы, которые мне нравится исполнять. Что тебе нравится в твоем образе жизни? В моем образе жизни мне нравится спонтанность. Очень часто чувствую на себе вот эту вот атмосферу спонтанности, и она дает как раз-таки ощущение жизни, чего-то живого, и не происходит каких-то застоев. Какое самое странное сообщение приходило в директ? Ой, ну вот недавно, расскажу, зашла в директ и наткнулась на диалог с каким-то человеком, ну как сказать диалог, его монолог, скажем так, где он сначала говорил о том, что я его жена, а потом упрекал меня в том, что я ушла к другому и изменила ему. Вот. Ну вот это, наверное, самое странное, что приходило мне в директ. Соцсети — большая часть жизни всех нас. Как ты отреагируешь, если они полностью исчезнут? Вот честно сказать, не то чтобы прям плохо, потому что я плохой блогер, мне лень что-то туда выкладывать, но если говорить про контент, который я потребляю как потребитель, без этого будет трудно, потому что это уже как в привычку вошло. Успех — это везение или работа над собой? Успех — это и то, и другое, но в большей части работа над собой. А у вас какой секрет успеха? Везение.
Нет, на самом деле я проделала очень большой путь вместе со своей мамой, с моей семьей, и то, где я сейчас нахожусь и кем я являюсь, это не предел точно, поэтому я не считаю, что я где-то прям на пике своей популярности и успеха. Расскажи о ближайших творческих планах. Я все так же планирую выпускать много разных песен, экспериментировать со звуком. Я начала уже обучаться аранжировкам сама, чтобы быть аранжировщиком для себя самой, потому что никто не знает лучше тебя, что тебе нужно. И также хочу устроить одно очень большое мероприятие, пока что не буду говорить какое, надеюсь, все получится. Вот. А то, что будет еще, вот об этом вы сами узнаете, не могу обо всем рассказывать. Что для себя значит счастье? Счастье для меня — это гармония с собой. Продолжи фразу. Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею. Типа лепить вареники. Ну, навряд ли вы удивились. По твоему мнению, что важнее для певицы? Иметь потрясающий голос или привлекательную внешность? Для певицы важнее иметь потрясающий голос. Для артистки важно иметь и то, и другое. Любить или быть любимым? Любить. Жить в доме или в квартире? Жить в доме. Модный дом или модная машина? Модный дом. Говорить на всех языках мира или понимать язык животных? Говорить на всех языках мира. Быть умным или красивым? Быть собой. Быть бессмертным или прожить короткую счастливую жизнь? Короткую счастливую жизнь. Уметь быстро читать или набирать текст на компьютере? Уметь быстро читать. Это проблема для меня. Одежда удобная или красивая?